день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Ну что, вот и мое официальное видео, которое я все ждала, когда же мне надо будет сделать это обращение, это видео, чтобы обратиться к своим дорогим подписчикам. Сегодня, ровно 3 года назад, ровно 6 февраля, я, пользуясь случаем, хочу официально заявить, что моему каналу сегодня 3 года. День рождения моего канала, день рождения моего начинания, день рождения моей трудовой деятельности, искусства, как хотите, так и назовите, я это называю вот так. Да, и нас уже с вами, вернее вас у меня уже 5000 человек. Я скажу именно 5000 человек, потому что там не хватает самую малость. Но чуть-чуть не дотянули, но это не беда. Все дойдет и все дотянется. Главное, что прошло 3 года, и я хочу выразить всем людям, кто даже просто один раз зашел на мой канал и посмотрел одно видео, выразить всем свою благодарность, как мне было нелегко в моих начинаниях, как я сделала свой первый ролик, который я готовила, ну не знаю, это было для меня очень трудно. Мне все-таки тогда было 56 лет, мне надо было освоить интернет, я знала, но освоить программы для монтажа. Я их скачивала одну за другой. Я старалась, я пыталась, я пробовала. У меня не все сразу получалось. Я и плакала. Да, я и плакала, когда у меня по ошибке я немножко что-то не так переставлю. И особенно, где надо бывало озвучивать. Ой, как вспомню. А это было, знаете, даже я вам скажу, какое это видео было. Это было видео о королевстве Бурбонов. Здесь же есть дворец в городе Касерта, королевство Бурбонов. Это, да, очень красивый дворец. И вот именно меня попросили, снимите, пожалуйста. А я так хотела, ну, не то что угодить, а да, это вот очень красиво, там хорошо. Я сама раз, может, была, и то там где-то с краю. Поэтому мне очень хотелось это сделать. Там внутри было говорить неудобно, и поэтому мне пришлось озвучивать. И, в общем, это было нелегко. Я плакала, я на озвучивание, я на монтаж, я на довести видео до ума, до того, чтобы его уже загрузить в интернет. У меня, наверное, уходило полдня. Полдня, у меня закипал мозг. Как же это сделать, как лучше это сделать, а как вот так, а потом пересматриваю, потом прокручиваю. И уже, вот представьте, если видео минут 30, его надо вначале собрать, потом его надо прослушать, потом завершить, потом вставить какую-то музычку. То музыка получалась громко, то музыка получалась, ну, в общем. И потом, если отрежешь где-то кусочек, и у тебя озвучивание, и это озвучивание потом по ходу переползает куда-то в другую сторону. В общем, девочки, что я прошла, и все благодаря вам, просто моему желанию идти вперед. А у меня вообще такой характер, что я, если за что-то берусь, то я просто иду вперед. Трудно, легко, падаю, встаю и снова иду вперед. Меня ничто не остановит, и вот я пришла. И вас у меня уже 5000 человек. Мне не хватает, по-моему, 60 человек. Но это просто мелочь. Это просто мелочь. И они обязательно придут, я даже не сомневаюсь. Я что-то на эмоциях так перепрыгиваю с одной на другой, потому что у меня все... Я ничего не приготовила, никакие конспекты, никакие... Ну что, какие конспекты готовить? Сколько я материала пересматривала, как, что делать дальше. Но самое начало, я хочу вспомнить самое начало, когда я создала свой канал. Вот, и потом просто я смотрела каких-то блогеров. Блогеры, да, которые жили далеко от своей родины. И вот так же, как и я, одинокие,
только они молодцы, они раньше это все начали делать, и просто некоторым вообще нечего показывать, некоторым вообще не о чем рассказывать. И тем не менее, тот, кто начал еще канал лет 10 назад, им больше повезло, они более-менее уже вовсю активны, и подписчиков много, и все-все-все. Ну, я молодой в этой отрасли, специалист, так что у меня еще все впереди, и, конечно же, все будет хорошо. Я всегда думала, как же, а я бы тоже, может быть, а мне бы тоже хотелось. Ну и почему нет? Я все-таки в Италии живу, и здесь иногда мне бывало даже очень что показать. И я же говорю, я очень жалею, что я это не сделала раньше. И вот я когда-то в 2012 году зарегистрировала свой канал. И, конечно, я смотрела один влог, и там просто блогер объясняла, как выйти в прямой эфир. Как вы можете, вот ничего в этом сложного нет, вот сюда нажмите и туда нажмите. И, в общем, мне было очень интересно, как это вот все так легко можно сделать. И я, что вы думаете, я беру и нажимаю, быстро создаю канал, создать канал по рекомендациям. У меня все получается, думаю, вау, как хорошо. Ну и мне показывает, что вы в прямом эфире. Я нажала там на кнопочки, куда она объясняла, пока нажать это блогер. И я быстренько все проследила, сделала на своем телефоне. Так вот выходила и заходила, выходила, заходила. И вдруг мне загорелась эта кнопочка, конечно, я испугалась. Я лежа на диване, там пробую, что-то клацаю, что-то делаю. Ну, пробовала я, вообще не была ни в теме, ни откуда, ничего, никак, ничего. Ну и с тех пор, как я решилась на первое видео, прошло немалых сколько лет-то. В 2012 я просто зарегистрировала свой канал, что YouTube мне объявил, что вы создали ваш канал. Все, и на этом я забыла про свой канал и больше никуда не лезла. Ну, так как, не знаю, все было не готово, все вот эта нерешительность, вот это вот... Рак. Я рак, да, и вот рак, шаг вперед, два назад, медленно, но верно. И я в 2021 году, именно 6 февраля, решилась на свое первое видео. Ну, я ж насмотрела там. Я специально ходила к другим в гости, смотрела, подглядывала, как они начинали. Ну, у многих, конечно, нет уже этих первых видео, когда они начинали, когда самое первое, ну, вот как я сделала, там: здравствуйте, меня зовут Жанна, я живу в Италии, и туда, и сюда. Такого у многих уже нет. У меня оно сохранилось до сих пор. До сих пор оно у меня есть, потому что я его оставила как память. Там на 2 минуты, там даже, может, по-моему, даже 2 минуты нету, но я его все равно оставила. Я вообще ничего не удаляла из своих видео. Они у меня как-то вот так вот зашли все хорошо. Ну, зашли, как я имею в виду. Я над ними работала, я над ними очень работала. Я же говорю, я не по компьютеру, я по телефону и собирала, и снимала, и делала. На тот момент у меня и телефон был не очень хорош, но, тем не менее, я решилась. В 21 году, в 56 лет, находясь на работе, вот представьте, я на работе, и думаю, ну, 2 минуты, ну, хотя бы вот здрасте, там, меня зовут так-то, так-то, и вот запущу его. Запущу его, и пусть оно там уже как-то весь мир покоряет. Мне почему-то казалось, что если я его запущу, уже все, мой канал уже будет вот вообще все. И тут я снимаю раз и переслушиваю, да, господи, да что это такое? И то я мямлю, то я тяну, то я зажалась, то я пережалась, то еще что-то. Ну, в общем, дубль 50, я уже это не один раз говорила. Сколько раз я пересняла, я не помню, девочки, но я это сделала. Я это сделала и запустила. И мне было так страшно в тот момент, как будто на меня уже подсматривают откуда-то вот так, знаете, вот все, залезли ко мне. Ну, там увидела 1 просмотр, 2 просмотра. Ну, и кто-то эти комменты даже написали. Ну, написали там хорошие, добрые начинания вам, в добрый путь. Кто-то сразу негатив начал поливать. Вот, развелась тут всяких
Развелось, да развелось. Ну, не без этого. Ладно, ничего страшного. И все. И я как-то остановилась. Но, девочки, кто еще смотрит меня из блогеров начинающих, пожалуйста, не останавливайтесь. Останавливаться как раз-таки нельзя. Многие закидывают одно видео, и потом 2 недели их не бывает, или 3 недели их не бывает. Это очень-очень нехорошо для канала. Канал должен работать, видео должны поступать новые, все должно идти. Вот как мы ходим утром на работу, это точно такая же работа. Ну, то, что я не могу сказать про заработок, который, если я ходила на работу, то мне хоть какую-то зарплату платили, то про эту работу я еще не могу сказать, что у меня какая-то зарплата есть. Нет, есть какая-то зарплата, ну, там еще вот совсем просто... Я, наверное, 3 раза получила зарплату. За 3 года 3 раза получила зарплату. Да, девочки. Но она очень малюсенькая пока. Ну, по этим, наверное, видно. По просмотрам. Там же нужна активность и просмотры, и комментарии, и вот это все, и вот это все. И лайки ваши. Все играет. Все и зависит, от всего зависит все остальное. В общем. Да, видео-то я запустила, все, оно полетело по просторам Ютуба, ладно, но, девочки, самый страх у меня был, когда мне надо было собрать 1000 подписчиков. 1000 подписчиков, да, я так ждала эту монетизацию, думала, все, вот только подключу монетизацию, и все, и как посыпется на меня манна небесная. Да не тут-то было. Не тут-то было, не тут-то было. Вот как раз в тот самый момент, когда я подключила монетизацию, Россию отключили от Ютуба, и, в общем, все пошло в пух и прах. Но это не важно, ничего страшного. Мы идем дальше. Я очень рада, девочки, на самом деле. Многие из вас самые первые мои подписчики, многие. Это было очень тяжело, девочки, между прочим, собирать 1000 подписчиков и 10 тысяч просмотров часов. Ох, как это было тяжело. Я думала, я это никогда не сделаю. Это было мне до того страшно, не то что страшно, а невозможно, что я думала, я до этого никогда не дойду. Было очень как-то все медленно. Я хочу облокотиться сюда. Было как-то все медленно, и все мне казалось, что это все просто недосягаемо для меня. Ну, да, и просила, и рекламы делала, и как-то, да. Надо же вкладываться, вот и вкладывалась. Пока в никуда, но все равно. И вот мои 3 года. 6 февраля ровно 3 года, как я это начала. Я когда вспоминаю, бывает, правда, ну я рада, я все равно очень рада, что я это сделала, я горда за себя, что я общаться начала, что вы мне пишете, и связь у нас есть, и просто вы настолько хорошие, добрые люди, которые вот со мной общаются под моими видео, что я просто тронута до глубины души. На самом деле я не ожидала, я иногда просматриваю карту, где читаю в студии, ну там в приложении иногда прохожу, смотрю, какие же страны меня смотрят. Но ведь это реально, это же реально все расширилось. И эти 5000 человек, они же все-таки, да, они все-таки смотрят, значит им интересно. Кто там у меня такой большой бегает, какая собака большая. Вот, и это, ну тогда я сдвинулась, опс, все прячусь от солнышка, чтобы свет, у нас уже после обеда, и свет немножко меняется. Поэтому я еще раз огромное спасибо говорю всем, кто на меня подписывался и еще будет заранее подписываться. Девочки, огромное, мальчики, огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо. Благодарю каждого, кто смотрит и кому нравится моя жизнь. Это же просто моя жизнь в чужой стране.
Да, я ее выбирала сама, и я к ней шла сама долгих-долгих 20 лет. Долгих 20 лет. Да, в 24-м году будет ровно 20 лет, как я живу в Италии. И эти все годы, особенно начальные годы, мне давались нелегко. Поэтому, делясь с вами своей жизнью, своим домом, я ведь пустила вас всех к себе в дом, считай, правильно? Вы бываете со мной на кухне, вы бываете со мной, ну это у нас и зал, и кухня, и зал у нас есть, да, вы там тоже были с нами. И даже во время уборки вы бываете со мной иногда. Редко, правда, но иногда бываете. Это чтобы вы немножко, да, и на балконе вы со мной гуляете. Ну а по праздникам я вообще молчу, вы везде со мной гуляете. Я настолько уже привыкла, да, к этому, что очень вот хочется, потому что я знаю, что вы ждете, я знаю, что вам нравится, я уже приблизительно знаю, что вам нравится. Вот недавно совсем кто-то написал, это из свежего, половина видео болтаешь в машине, болтовня, да. Ну а Танечка, которая тоже моя постоянная подписчица, она ответила, а нам нравится болталка из машины очень даже. Ну что я могу сказать? Потому что если я говорю уже с машины, значит, я знаю, что вам это нравится. Не то, что вам это нравится, что вы меня послушаете. Вы меня просто послушаете, посмотрите и напишите, что надо написать. Все, если я что-то спрашиваю, значит, ответите. Если я что-то рассказываю, значит, тоже опять ответите. За что вам огромное спасибо, девочки. Меня сейчас настолько переполняют эмоции, да, вы себе просто не представляете. Ведь я сейчас сижу и сама с собой разговариваю, правильно? Ну, а с другой стороны, я к вам обращаюсь и благодарю вас, моих дорогих подписчиков. И что я придумала? Я решила немножко вам показать из своих старых видео, так 2-3 собрала вместе, и пробежимся вот так вот по моим старым видео, потому что также у меня есть новых очень много подписчиков, которые, наверное, конечно, не дошли до самого низу и не видели ни историю мою, ни как я приехала, ни как я познакомилась со своим супругом, ни как я, ну, в общем, многое-многое чего-то другое. Ну, кое-какие видео я решила вам все-таки снова показать. Сейчас же я уже умею, как это надо делать. Я быстренько раз и собралась. И решила так поступить. Вот как на меня уже солнышко посматривает, смотрите. А ведь, девочки и мальчики, с Жанной из Ирландии я же тоже познакомилась вот так вот через интернет. Тоже, наверное, многие не знают. Есть канал «Амон Жизнь в Ирландии». Я напишу его. Я точно так же обратилась к ней, чтобы она меня прорекламировала. Ну, прорекламировала, да, потому что очень многие это делают, почти все. И это делают все за деньги, конечно же. Но Жанна не сказала, я не буду никаких денег брать, я просто, да, я расскажу про тебя, потому что мы оказались с одного города, мы оказались с одной республики, мы учились в одной школе, мы обе с Жанной, это вообще знакомство через интернет, по интернету, вот я ее случайно нашла, тыкнула, это просто удивительно, это дано, по-моему, сверху, чтобы я вот так с ней познакомилась. И она тоже рассказала на своем канале про меня, тоже про это знакомство. Она к нам приезжала, она потом приезжала на свадьбу к моей дочери. Потом я к ним ездила уже 2 или 3 раза, я уже не помню. Скоро снова поедем. Девочки, мальчики, наконец-то я с Массимо лечу туда. Уговорили мы Массимо, уговорили, девочки. Так что это знакомство, да что, я никак не усядусь. Так что это знакомство с Жанной тоже не случайно. И тоже через YouTube, и тоже где бы я могла подумать, что я в один прекрасный день окажусь в Ирландии и буду общаться там с Жанной, которая тоже с города Владикавказа. Понимаете? Это просто удивительно на самом деле. И тоже очень многие ее подписчики
подписались на меня, на мой канал и тоже продолжают смотреть и меня тоже, за что им тоже огромное-огромное спасибо. Поэтому, дорогие мои друзья, девочки и мальчики, и просто гости моего канала, продолжайте смотреть нас, ведь это все мы тоже стараемся и для вас, и для нас. У нас это взаимное с вами. Так что будем поддерживать друг друга и будем дальше продолжать снимать и выкладывать для вас видео. Мои домашние уже тоже привыкли к этому, уже так не реагируют, уже так не пугаются, как это было изначально. Но изначально я сама пугалась тоже. Ой, чтобы начать это какой-нибудь снимать видео, во мне такой трепет всегда был, как на экзамене. Ну, что делать? Научили годы, годы меня тоже научили. И приехала в Италию, был трепет, и тоже научилась. Всему человек учится всему. Поэтому огромное вам еще раз спасибо за поддержку. Надеюсь, вы и дальше будете продолжать смотреть мой канал, и дальше он будет вам также нравиться и также вас радовать. Многие очень пишут, что у меня позитивный канал, что людям это просто доставляет удовольствие. Я очень-очень рада этому, что мой канал вам нравится, что вы его смотрите и будете дальше смотреть. И не забудьте, пожалуйста, что я вам потом выложу несколько своих начинающих видео, подберу там более интересные, более хорошие, чтобы вам было и другим, кто новенький пришел и не видел их еще, чтобы вам было интересно. Ну и потом буду продолжать, конечно, куда ж я денусь теперь, буду продолжать. Ну вот и все, что я хотела сказать, в принципе. Хотела вас поблагодарить и поздравить всех нас с 5000 подписчиков и нашим юбилеем, что у нас уже, нам уже с вами, девочки, 3 года. 3 года. Мы еще маленькие. Ну что делать? Медленно, но верно идем вперед. Огромное всем спасибо за внимание и до новых встреч, дорогие мои друзья. Пока-пока.